Всем привет! С вами снова Катерина и канал Hobby Fun in Japan. И сегодня у нас в гостях аж две фигурки из классического сериала Macross. Итак, встречаем MBR07 MK2 Destroy Spartan и ADR04 MKX Destroy Defender в формате High Metal Air. Быстренько оценим обе коробки, которые, кстати, очень маленькие. И вы вряд ли будете ставить их на полку, так как окошко для подсматривания в этот раз не предусмотрено. И несмотря на красивые иллюстрации, смотрятся они блекло. Лицензионные стикеры на своих местах, что неудивительно, так что едем дальше. Говоря о составе, о нем говорить в принципе нечего. У нас есть роботы и в общем-то все. Нет, конечно же, немного аксессуаров тут имеется. Например, пара сменных рук для спартанца и увеличенное хранилище боеприпасов для Дефендера. Но это ничто по сравнению с любой другой фигуркой из этой серии. Хотя, в общем-то, это самые простые мехи, и поэтому в данном случае простота – это очень хорошо. По крайней мере, мелкие детальки не будут валяться по всему столу в момент позиционирования. Про это самое позиционирование тоже говорить особо нечего, но я думаю, просто посмотрев на форму этих мехов, и так понятно все без слов. То, что вы видите сейчас, это максимум, на что они способны. Ну и при желании, конечно же, можно посадить их назад, но не более того. Ведь по задумке дизайнера это не совсем мехи, это ходячие турели с редкой возможностью дать противнику лично в нос. А дизайн тут, кстати, наверное, самый лучший из всех, что я встречала в популярных меха-аниме. Ведь не зря многие роботы из Макроса были по лицензии использованы в другой не менее известной вселенной Battletech. Эти прекрасные машины оказались настолько интересны, что на ранних стадиях создания Battletech были использованы в том виде, в котором они появились в Макросе. Правда, совсем под другими именами. Спартан в ранних играх и книгах серии встречается под именем Archer, а Defender же известен как Rifleman. Но впоследствии из-за проблем с лицензией, которые неприлично грубо загробастали себе Harmony Gold, от многих таких перебежчиков пришлось отказаться. Но все равно, даже так самые каноничные товарищи, включая и наших героев, остались, хотя во избежание проблем и были слегка изменены. Но хватит про Battletech, вернемся к Макросу и нашим фигуркам. Я не зря решила делать обзор сразу на обе из них, ведь эти друзья просто созданы друг для друга. И даже в аниме наземные силы вечно были смешанными подразделениями с кучей разных машин. Так что совместные позы у них получаются лучше всего. Но давайте уже подведем итоги. Это не самые детальные представители жанра, так как есть множество более детальных моделей от Wave. Но в то же время это самые удобные и приятные в позиционировании фигурки. Однако я не стану рекомендовать их в коллекцию до того момента, пока их не переиздадут. Ибо в магазинах их давно уже нет, а текущая цена на вторичке просто огромна. На этом все. Всем пока и до новых встреч на моем канале. Если вам понравилось, ставьте лайк и не забывайте подписаться. Впереди еще много интересного.